Дэниел Чижевский прославился в 16-летнем возрасте благодаря участию в шоу «Ты супер», где дошел до финала и выступил вместе с Филиппом Киркоровым. На днях он заставил снова заговорить о себе, сыграв свадьбы с Айсылу Мингалим, музыкальным педагогом, и племянницей певца Рената Ибрагимова. Разница между супругами составляет 31 год. Но дело даже не в возрасте, а в том, что 8 лет назад стала приемной мамой исполнителя. Теперь ее называют позором Татарстана и даже отобрали у женщины 5 приемных детей. Судьба не баловала Даниила Зарипова, настоящее имя и фамилия певца. Он родился в Казани, но биологическую мать никогда не видел, она отказалась от него в тот же день, когда он появился на свет. Отец так и не смог полюбить мальчика, обращался с ним жестоко, да и вообще примером для сына стать никак не мог. Он был настоящим преступником и, вполне ожидаемо, угодил в тюрьму после череды совершенных преступлений. Даниила взяла под опеку бабушка, но она тяжело заболела, когда внуку было всего 11 лет. Так мальчик оказался в детском доме. С воспитанниками этого учреждения вскоре стала заниматься музыкой Айсылу Мингалим. У нее подрастали 2 сына, родной и приемный. В течение года педагог давала уроки вокала 13-летнему талантливому подростку, она уделяла ему много внимания, а однажды, придя на занятия, услышала от мальчика: «Не хотите стать моей мамой?» Тогда Айсылу подумала о том, что талант Даниила может еще больше раскрыться, если он будет воспитываться в семье. Оформив все необходимые документы, она забрала мальчика из детского дома. Он принимал участие в разных вокальных конкурсах, а в 16 лет прошел кастинг в проект «Ты супер» на НТВ. После шоу подросток решил развивать карьеру певца, взял псевдоним Дэниел Чижевский. Айсылу выступала вместе с сыном, участвовали они и в фестивале приемных семей, когда Даниил, уже достигший к тому времени совершеннолетия, жил отдельно, но не забывал о семье. Часто навещал и маму, и своих братьев и сестер. Дэниел Чижевский окончил Казанский музыкальный колледж, неоднократно становился лауреатом различных конкурсов и фестивалей. Но вовсе не его музыкальная карьера стала предметом обсуждения со стороны общественности. Первые тревожные звоночки прозвенели еще весной, когда исполнитель и его приемная мать подали заявление в ЗАГС, правда, довольно быстро его забрали. По словам Айсылу Мингалим, она очень тревожилась о Данииле. Он закончил учиться, и его вполне могли призвать в армию. По мнению педагога, юноша вовсе не создан для войны, его призвание музыка, к тому же он очень тонкий, ранимый человек. Женщина решила посоветоваться с органами опеки по этому вопросу и услышала весьма нетривиальный совет: Даниил может жениться на ней. У Айсылу на воспитании находились 5 детей, значит, молодой муж, оформив документы, стал бы многодетным приемным отцом, и в армию он бы не пошел. Совет был, конечно, неофициальным, но вполне рабочим. После долгих размышлений Айсылу и Даниил решили подать заявление в ЗАГС. Однако уже на следующий день женщине позвонили из администрации и велели немедленно отказаться от идеи выйти замуж за приемного сына. После этого против нее развернулась целая кампания. К слову, семья Айсылу Мингалим в Татарстане очень известная. Ее дядя-певец Ренат Ибрагимов, а брат Радик Галиуллин, когда-то снимавшийся в фильме «Начальник разведки». При этом Ренат Ибрагимов в 60 лет женился на 18-летней девушке, и брак этот, третий по счету у певца, ни у кого никаких вопросов не вызвал. Но это касалось мужчины, а женщина не могла себе позволить выйти замуж за молодого мужчину. В адрес Айсылу уже тогда зазвучали громкие обвинения. У нее изъяли 5 приемных детей под предлогом того, что ее семья неблагополучная. Ей сказали, будто она позорит свою семью, порочит память отца, народного поэта, а также дяди и брата. Доходило до того, что Айсылу Мингалим стали называть позором Татарстана. В октябре 2023 года Дэниел Чижевский и Айсылу Мингалим все же вступили в брак. При этом они оба утверждают, что в их паре нет интима, а отношения строятся исключительно платонические. Они понимают друг друга с первого взгляда, у них похожее мировоззрение, они оба любят музыку. Айсылу готова помогать Даниилу в построении карьеры и в дальнейшем развитии его таланта. При этом она никогда не была усыновителем исполнителя, он просто воспитывался в приемной семье. Поэтому никаких законных препятствий на пути пары к официальному браку никогда не было.
По словам супругов, их семья строится исключительно на духовной связи, они вместе занимаются творчеством и могли бы воспитывать приемных детей, однако этой возможности их лишили. Тех мальчиков и девочек, которых воспитывала Айсылу, они и сейчас не оставляют без своего внимания, навещают их в приютах и детских домах, куда их распределили. Айсылу рассказывала о том, что она взяла на воспитание первого малыша Амира, когда еще работала на телевидении и впервые попала в детский дом. Позже она вышла замуж, родила сына. С отцом мальчика семейная жизнь не сложилась, они расстались, но сохранили добрые отношения. Позже появился Даниил, за ним еще дети. Айсылу работала в нескольких местах, чтобы обеспечить воспитанников всем необходимым. Любви женщины хватало на всех. Когда первые ее приемные дети подросли, она взяла на воспитание других. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.